Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы вместе с вами подробно разберем, что изменится в ваших повседневных расходах в Германии и каким новым финансовым изменениям со стороны государства и мошенников стоит подготовиться, чтобы избежать лишних расходов и неприятных сюрпризов. Июль 2026 года приносит целый пакет реформ, которые напрямую затронут бюджеты миллионов жителей страны. Сначала важная тема для пожилых граждан. Правительство Фридриха Мерца официально утвердило 5 значимых изменений в пенсионной системе, включая повышение выплат на 4,24%. Мы с вами посчитаем, друзья, реальную прибавку в евро, разберем новые лимиты доходов для вдовцов, а также новое право на отмену отказа от взносов для сотрудников на мини-джоб. При этом отдельно обсудим и последствия индексации, из-за которой десятки тысяч немецких пенсионеров после повышения этих выплат могут впервые столкнуться с необходимостью подачи декларации в Финансамт. Во второй части выпуска вас ждет детальный разбор новой волны мошенничества через электронную почту. Злоумышленники массово рассылают фейковые запросы на окончательную оплату, внимания, единого проездного Deutschland-Ticket, маскируясь под Deutsche Bahn. Вы также узнаете, по каким скрытым признакам ведомства BSI рекомендует распознавать подобный фишинг, чтобы не подвергать риску свои банковские данные и деньги на счете. А под занавес, друзья, важные изменения для автомобилистов. С 1 июля в Германии вводятся штрафы до 30 тысяч евро за незаконные схемы с передачей штрафных баллов другим лицам во Фленсбурге, а срок давности по дорожным нарушениям, кстати, официально увеличивается аж в 2 раза, с 3 до 6 месяцев. Кроме того, на дороге постепенно выходят цифровые скан-кары для автоматизированного контроля парковки. А вот для водителей готовится запуск электронных прав в смартфоне. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, с 1 июля правительство Германии запускает масштабный пакет реформы, одновременно закрывая старые юридические лазейки и усиливая контроль в отдельных сферах. Если в социальной системе повышение пенсий призвано частично компенсировать рост ваших расходов, то вот в сфере дорожного движения и цифровой безопасности появляются новые правила и требования. Таким образом, это означает, что больше автоматизации, больше цифровых сервисов и больше внимания к соблюдению действующих норм. Поэтому, друзья, в ближайшие месяцы особенно важно внимательно относиться к официальным уведомлениям, налоговым вопросам и любым сообщениям, связанным с финансами. Ошибки или поспешные действия в отдельных ситуациях могут обернуться дополнительными расходами на сотни евро. Серьезное облегчение с наступлением июля ждет и тех жителей Германии, которые столкнулись с тяжелой жизненной утратой, но продолжают трудиться или, скажем так, параллельно получают собственные заработанные выплаты. Речь идет о правилах выплаты пенсии по потере супруга. До сегодняшнего дня в стране действовало ограничение, наверное, вы знаете, государственное пенсионное страхование устанавливало для вдов и вдовцов определенный лимит личного дохода. Если же человек зарабатывал на основной работе больше установленного этого порога, специалисты пересчитывали размер вдовьих выплат, что приводило, соответственно, к их уменьшению. Но, внимание, с 1 июля эта граница официально сдвигается еще вверх, позволяя людям оставлять в своем распоряжении больше заработанных денег. Напомню, отныне вы имеете полное юридическое право получать до 1122,53 евро чистого ежемесячного дохода, и государство, друзья, не уменьшает надбавку по потере кормильца. Напомню также, что раньше этот предел находился на отметке всего лишь 1076,86 евро, из-за чего многие пожилые люди были вынуждены уменьшать рабочие часы в режиме Teilzeit, чтобы не столкнуться именно со снижением выплат. Более того, если одинокий родитель самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, которые по закону имеют право на сиротские выплаты, планка разрешенного заработка автоматически тоже расширяется. На каждого ребенка вам официально разрешат дополнительно учитывать в семейном бюджете 238,11 евро дохода в месяц.
Но поскольку базовые государственные пенсии с июля проиндексировали более чем на 4%, привязанный к ним лимит доходов вдовцов и вдов автоматически, соответственно, вырос вслед за этим показателем, избавляя граждан от необходимости проходить какие-либо дополнительные процедуры и подавать новые заявления в ведомство. Грядущая индексация выплат теперь напрямую переплетается и с важными изменениями для сотен тысяч пожилых людей и студентов, которые вынуждены подрабатывать в Германии в рамках формата мини-джоб. С 1 июля вступает в силу новое законодательное положение, которое меняет прежний порядок в системе пенсионных взносов. Отныне, я вам уже рассказывал, у всех категорий работников на мини-подработке появляется, внимание, юридическая возможность официально отменить ранее оформленный отказ от обязательного государственного пенсионного страхования. Напомню, до сегодняшнего дня такой отказ считался постоянным для конкретного трудового места, и на самом деле изменить решение было просто-напросто невозможно после подписания документов при приеме на работу. Но для тех граждан, кто решит добровольно вернуться в систему государственного страхования, правила остаются легкими. Из вашего ежемесячного дохода сейчас работодатель начнет удерживать взнос в размере около 3,6%. При максимальной ставке мини-джоба, напомню, в 538 евро это составляет примерно 19 евро в месяц. Взамен, друзья, этот период полностью засчитывается вам в официальный немецкий пенсионный стаж, что может повлиять на право получения пенсии в условиях выхода на нее. Чтобы запустить весь этот механизм, необходимо лично подать письменное заявление самому работодателю. Однако немецкая пенсионная страховая касса обращает внимание, это решение действует только на будущее время, друзья, то есть перерасчет уже прошедших периодов не производится. И важно здесь учитывать, если вы однажды все-таки вернулись в систему обязательного страхования, изменить это решение для текущего рабочего места в дальнейшем уже не получится, поэтому оценивайте последствия строго заранее. Но вы также должны знать, что на самом деле такая индексация выплат в Германии содержит важный финансовый нюанс, о которых не всегда подробно говорят даже в официальных разъяснениях. Обратная сторона июльского повышения пенсии заключается в том, что увеличенные суммы в отдельных случаях могут влиять на вашу налоговую нагрузку. Из-за автоматического перерасчета ежегодно часть пожилых граждан Германии впервые приближается к пределу необлагаемого минимума и может быть обязана подавать декларацию финансам. Статистика Федерального союза ассоциаций помощи по вопросам подоходного налога, основанная на данных Министерства финансов, показывает, что после аналогичных изменений, например, 2024 года, внимание, примерно 114 тысяч пенсионеров получили обязанность подавать декларации, а в 2025 году к ним еще добавилось около 73 тысяч человек. Эксперты отмечают, что сегодня число таких случаев может снова увеличиться из-за роста общего уровня выплат и пересмотра налоговых порогов. Однако, друзья, в этой системе есть важный правовой нюанс, который позволяет существенно вам снизить ту итоговую налоговую нагрузку. То есть сам факт получения уведомления о необходимости подать декларацию не означает автоматических дополнительных выплат в пользу государства. Окончательный расчет проводится только после проверки документов налоговой службы. Как отмечают специалисты, при подаче декларации пенсионеры могут, внимание, учитывать существенную часть расходов, например, чеки на лекарства, взносы медицинское страхование, Кранкенкасса или затраты на ремонт жилья. После учета всех этих допустимых вычетов становится ясно, возникает ли у вас вообще дополнительная налоговая обязанность. А вот дальше очень важная информация, друзья, для каждого жителя Германии о потенциальной угрозе в сфере цифровой безопасности, где мошенники активно используют поддельные сообщения для получения доступа к вашим деньгам пользователей. Правозащитная организация по защите прав потребителей в Германии отмечает сегодня рост количества фальшивых писем, замаскированных именно под официальное уведомление от железнодорожного концерна Deutsche Bahn. В теме письма может использоваться формулировка, цитата, «Запрос на окончательный платеж, билет Deutschland», имитирующий официальную службу поддержки.
Получателю сообщается, что его автоматический платеж за единый проездной Deutschland Ticket якобы не прошел из-за технического сбоя в системе прямого дебетового СЭПа, и для сохранения доступа к поездкам требуется вручную погасить задолженность. В тексте сообщения также злоумышленники указывают конкретный счет IBAN, на который предлагают перевести средства. Эксперты обращают ваше внимание на важный признак. В таких письмах часто игнорируется стандартное совпадение имени получателя и владельца счета, на который обычно ориентируется, вы знаете, вся банковская система безопасности. То есть мошенники стараются снизить внимательность на с вами пользователей, создавая ощущение срочности. Пользователю могут сообщить, что при отсутствии оплаты, например, в течение 48 часов, данные будут переданы в коллекторские службы, могут начисляться дополнительные комиссии, а также возможны дальнейшие юридические процедуры, связанные с блокировкой платежей. Но, друзья, специалисты сегодня подчеркивают, любые подобные сообщения стоит перепроверять через официальные каналы, чтобы избежать риска перевода средств именно на сторонние счета. Выявить подобную схему цифрового мошенничества можно за несколько секунд, если спокойно нам с вами разобрать текст на основные признаки фишинга. Подобные сообщения обычно выдают себя набором характерных деталей. Внимание! Отсутствие вашего имени или клиентского номера в начале письма, подозрительный обратный адрес, требование ручного перевода средств, ограниченные сроки оплаты и выраженный акцент на срочности. Ассоциация по защите прав потребителей в Германии рекомендует владельцам Deutschland Ticket не вступать абсолютно, друзья, ни в какую переписку по таким адресам и не совершать переводы по указанным реквизитам. В случае же сомнений специалисты советуют закрыть это письмо и проверить информацию через официальное приложение Deutsche Bahn Navigator или ваш личный кабинет на сайте перевозчика. Все реальные данные о платежах и возможных задолженностях отображаются именно там, только в официальных системах. Понятно? Такие случаи мошенничества являются лишь частью более широкой проблемы, связанной с цифровой безопасностью в Германии. Официальные отчеты Федерального управления по информационной безопасности BSI указывают на рост сегодня количества подобных инцидентов. Большая часть не ваших, скажем так, писем в электронной почте может действительно содержать признаки фишинга, а многие пользователи регулярно сталкиваются с подозрительными сообщениями именно на своих устройствах. Злоумышленники сейчас используют различные каналы, например, даже от SMS, кстати, и поддельных QR-кодов до телефонных даже звонков с автоматическими сообщениями. Основные методы остаются схожими: создание, как я сказал, ощущения срочности, маскировка под известные бренды и попытка побудить вас, пользователя, к быстрым действиям. Но, друзья, в таких ситуациях важно сохранить внимательность и проверять любую финансовую информацию только через официальные источники. И это еще не все. Следующая новость касается изменений на автомобильном рынке, где правительство Фридриха Мерца готовит серьезный пакет реформ для миллионов автовладельцев. Если дорожные камеры и патрульная служба Германии фиксируют серьезные нарушения правил, например, большое превышение скорости, помимо денежного штрафа, вы знаете, водителю начисляются штрафные баллы. Информация поступает в ту единую базу данных федерального ведомства, и при достижении установленного лимита водитель может временно лишиться права управления транспортным средством. Однако, друзья, до сегодняшнего дня в Германии существовали действия, при которых некоторые водители пытались обходить всю эту систему штрафных баллов через посредников. На рынке работали специализированные сервисы, которые за вознаграждение находили подставных лиц. Эти люди, в свою очередь, формально брали на себя ответственность за нарушения и соответствующие штрафные баллы. Но с 1 июля 2026 года это все будет полностью прекращено. Бундестаг вводит запрет. Любая попытка указания ложного водителя или передачи штрафных баллов другому лицу может повлечь серьезные правовые последствия и немалый для вас штраф. Параллельно с этим Бундестаг усиливает контроль за дорожными нарушениями.
увеличивая срок давности по административным делам с 3 до 6 месяцев, друзья. Это означает, что если камера зафиксировала превышение скорости, уведомление о штрафе может прийти даже спустя несколько месяцев после инцидента. Таким образом, избежать ответственности за счет задержек в обработке данных становится намного сложнее. Более того, новая система постепенно расширяет использование цифровых решений для контроля парковки. Специально патрульные автомобили, оснащенные теми же камерами, будут автоматически считывать номера припаркованных машин и проверять оплату парковки или соблюдение правил стоянки. Муниципальная служба получает более современные инструменты для контроля нарушений в городской среде. Эта схема долгие годы приносила участникам нелегальных, скажем так, посреднических сервисов огромную прибыль, во многом из-за того, что система контроля не всегда предполагала детальную проверку всех обстоятельств нарушения. В подобных случаях водитель, совершивший нарушение, передавал данные посреднику, а другое лицо формально подтверждало, что именно оно в тот момент находилось за рулем превышения скорости, после чего на него оформлялись штрафные баллы. Для административной системы этого часто было достаточно, поскольку фиксировались персональные данные и оплаченный штраф. До сегодняшнего дня подобные ситуации не всегда имели отдельную жесткую квалификацию в уголовном праве Германии. В зависимости от обстоятельств они рассматривались как административное нарушение или могли затрагивать смежно какие-либо там статьи, однако единые действия были ограничены. Но с июля подход к таким случаям становится сильнее, то есть вводятся более жесткие, друзья, правила ответственности за предоставление ложных данных и участие в подобных посреднических схемах. В отдельных случаях, кстати, это может повлечь и серьезные штрафы, включая суммы, внимание, до 30 тысяч евро. Помимо борьбы со спорными схемами, связанными с начислением штрафных баллов, немецкие власти вводят важное процессуальное изменение, которое фактически лишает этих нарушителей надежды на медлительность бюрократической системы. До сегодняшнего дня в Германии действовало негласное правило: если в течение этих 3 месяцев с момента превышения скорости или неправильной парковки вам не приходило официальное бумажное извещение от дорожного ведомства, дело, как правило, закрывалось по истечении срока давности. Часть водителей, кстати, в отдельных случаях затягивали сами этот процесс, то есть меняли адреса или, например, не реагировали на уведомления, чтобы избежать штрафа в рамках действующих сроков. Но уже вот с 1 июля этот период правовой защиты аннулируется, а сроки давности фактически по всем административным дорожным нарушениям увеличиваются, как я сказал, ровно в 2 раза, то есть до 6 полных месяцев. Полиция и судебные органы получают в распоряжение целых, друзья, полгода, чтобы установить владельца по базам данных, оформить постановление и направить вам штраф. Под этот новый 6-месячный срок теперь подпадают такие распространенные нарушения, как проезд на красный сигнал светофора, использование смартфона, кстати, за рулем, без системы hand-free, несоблюдение дистанции на автобане и парковка в запрещенных местах. Но на самом деле эта реформа фактически разрушает ту старую привычку части водителей, которые годами рассчитывали на истечение сроков давности в 3 месяца из задержки в обработке дел. С 1 июля 2026 года этот механизм больше не работает в прежнем виде. Поэтому ранее у полиции, вы знаете, действительно были процедурные шаги, которые могли продлевать процесс оформления, например, запрос дополнительных данных о водителе. В результате срок рассмотрения в отдельных случаях мог тогда тоже сдвигаться, кстати, и отсчет времени фактически начинался заново. Теперь же ведомство уже получает тот стабильный 6-месячный период, в течение которого может завершить оформление и направить штраф. Поэтому избежать какой-либо ответственности за счет тех затяжек в процедуре становится намного сложнее. Зато, друзья, параллельно с усилением контроля государство вводит долгожданное цифровое упрощение. Новый закон официально открывает путь для внедрения электронных водительских удостоверений. Уже до конца текущего года цифровая версия прав появится в специальном приложении для смартфона. И здесь важно подчеркнуть, паниковать, отказываться от привычных документов не требуется.
пластиковые водительские удостоверения остаются полностью у вас действительными. То есть каждый водитель в Германии сможет сам выбрать удобный формат, предъявлять права с экрана телефона или использовать физическую карту. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился, друзья, сегодняшний разбор про пенсионные изменения и усиление контроля за дорожными штрафами с 1 июля, обязательно подпишитесь, поставьте лайки и спасибо за просмотр до самого конца.